Играете в тройки и не знаете, кого дальше залутать? Что тут думать, блядь, возвращайтесь в игру. Сейчас уже 2 дня как раз на релизе вышла Мадемуазель Цитянь. Быстренько ее бесплатно лутаете. Это вообще по кайфу, толком шекели тратить не надо. Захотите кого-нибудь нового купите и играйте. Ну, собственно, почему я говорю в тройке про Цзитянь? Ну, во-первых, это командный герой. Во-вторых, у него довольно интересные билки, которые способны подсейвить. В соло-игре она все же больше руинить будет. Ну и самое интересное, это чек кустов. Ну, это же просто пиздец. Она может за 2 секунды проверить 2 куста. Это, ну, блядь, вы вообще... Это уму непостижимо. Я вроде бы вас заинтересовал, наверное, ну, на самом деле вы уже, скорее всего, про Цзитянь знаете все. Прям молодцы, умнички. Ну ладно, суть не в этом. Сейчас мы быстренько, перед тем, как я расскажу свои впечатления и опыт о герое, пройдемся по ее лору. Кто она, с кем она дружит и вообще чья она мать. Как принято говорить в народе... Ты самая пиздатая, блядь. Понятно вам, блядь? Он забрал всю нашу боль. Спасун, спасун, спасун. Спасун, спасун, спасун. Ну, ладно, все. Я в порядке, я в адеквате, я просто не понимаю, зачем это. Да, вы используете такую великую личность, Цзитянь. Это китайская культура, это огромная история. Ну, блядь, вы же понимаете, как вы сейчас в своей же игре насрали. Была бочка с медом, а вы, блядь, подкинули дегтя. Ну, это вот просто бред. Ну, как так можно было? Была такая вот эпопейная история о том, что вот у нас есть такой мрачный мир, у нас есть то, сё, 3, 10, всякие баданги, теризвы, некрокип, там кучу всего придумали. Я вот не понимаю объективно, Цзитянь тут, блядь, каким образом? И нет, я не против, я только за, чтобы появлялись новые герои, но я объективно не понимаю, каким образом вот так вот получилось, что на ее странице истории больше всего текста в сравнении с остальными героями. Ну, это что? Что это такое, вы понимаете? И я вам более того скажу, половина из этого текста это просто нытье о том, какая она суперсильная, какая она непоколебимая, как она прошла весь этот сложный путь, типа сложный путь, и при этом она вот такая вот, все, переродилась, и я буду делать. Я делаю. Я посмотрела в водичку, и я все вспомнила. Это все было временная петля. И мне это все безумно нравится, но только хочется знать и про других героев тоже что-то. Ладно, это немножко минутка занудства, которая мне непонятна немножко была. Пишите в комментах, разделяете вы это или нет. И что же там все-таки приберегла наша мать в своих чудных скиллах. Пассивка все очень просто. У пассивки 2 дополнительных усиления. Первое усиление это непосредственно щит, который всех отталкивает, если они подходят к тебе или ты подходишь к ним. Короче, при любом столкновении в определенном радиусе все противники будут откинуты. Ну и накопительный вампиризм при попадании навыками. Это довольно просто и понятно. Первый скилл, все очень просто. Цзитянь выпускает волну Феникса в выбранном направлении. При попадании автоматически выпускает до 3 волн подряд. Последняя наносит повышенный урон и отталкивает противников. Также имеет увеличенную зону действия. Второй навык уже, конечно, немножечко поинтереснее выглядит, потому что призывается дух Феникса, который можно переместить после применения. Так еще и прикол в том, что в этом радиусе постоянно наносится урон, еще и при этом замедляются противники и снижается их магическая защита. То есть по факту вы имеете на старте уже довольно неплохую шмоточку, которую обычно вы покупаете за 2000. Ну и ульта это Ли Сун Син, это уже все знают, это типичный Ли Сун Син. Один раз бахнула, всех застанила, подсветила, кайф, все видят, все
союзники ускорились. Побежали! Вы, наверное, все еще ждете, когда я вам расскажу, так а в чем сила в трио, в команде, почему герой сильный. Ну, во-первых, давайте говорить откровенно, у нее отличный потенциал для того, чтобы на большой дистанции проверять кусты. Это очень важная задача, дополнительно где-то подсейвить, где-то допроверить. То есть это вот прям шикарная функция у героя. Да, только пожалуйста, я вас прошу. Не нужно слушать всякий бред о том, что герой имба. Нет, это не имба. Это тот самый случай, когда я впервые могу с уверенностью сказать, что да, у них получилось сбалансированный герой. Реально сбалансированный. Она ничего не ломает. И при этом она довольно неплохо привносит новый функционал. Пожалуйста, можете менять, дополнять, чуть-чуть больше расширяются составы, как минимум под про-сцену, где сейчас гребаные брейв-пики, где вы не можете пикать одних и тех же героев. Это прям шикарно. То есть, условно, в ситуации, где вам нужно немножечко поменять, что-то где-то нехватка урона, где-то сложно с контролем, там, все к этому идет. То есть, они чуть-чуть посмотрели у лиги и такие, бля, вот там тоже брейвпики, а давайте мы сделаем это по-своему. Ну, только, блядь, героев тут маловато для брейвпиков, откровенно говоря. Маловато не обязательно подразумевает число, а подразумевает баланс, потому что большая часть героев были неиграбельные. Новый патч-то немножко поменял, спасибо. Ну, а Цзетянь, да, это довольно сильный персонаж, который будет идеально подходить под пики, где у вас АДК это Харит, это Кими. Вы отлично помогаете на старте, хорошо пробивать оппонентов, потому что минус 20% магической защиты, ну, это как бы ощущается, блядь. То есть быстро максите второй, получаете 20% снижения маг-защиты и просто кайфуете. Советовать от себя что-то по сборкам, по билду, честно, особо не могу. У героя есть проблемы с маной, эмблемы на ману на первую тоже неплохо. Если вы хотите больше выйти в урон или дополнительный жир, вы покупаете эмблему на скидки. То есть смотрите, отталкивайтесь от того, какая у вас игра. Рейтинг, откровенно, не советую ее брать. Да, вы сильные, да, вы всех ускоряете, да, вы помогаете, да, ассистов будет много. Но стоит ли это того? Давайте говорить честно. Мне кажется, нет. И даже бан Цзетянь, ну, такое 50-50. Поэтому дуо-трио оптимально брать ее. Хотя бы лесник. А еще лучше всякие Кими. Кими вообще идеально. То есть, если у вас трио, роу, мид плюс АДК, вы считаете, что выиграли игру. Потому что Джонсон, представляете, тут заиграть может. Тигрил, товарищи, которые пожирнее, у которых приятный контроль, могут прям нихуя себе движухи натворить. Потому что Кими продолжает, Цзетянь продолжает, все ускоряются, все летят на всех парах, идут и делают тра-та-та-та-та-та. Такая вот маленькая история маленькой девочки, которая стала великим правителем, императрицей и в целом, герой довольно неплохой, сбалансированный. Наконец-то мунтоны посмотрели, что происходит. Китайцы им сказали: ай-яй-яй-яй-яй-яй, мы чуть-чуть баланса хотим. Хотя, блядь, удивительно, что они хотят баланса в играх. Любители закинуть мани и кайфовать, разносить все, что движется. Примите во внимание то, что у героя довольно много синергии, и особенно он хочет играть как можно больше магического урона, потому что, второй скилл в этом плане решает объективно. Чем быстрее, тем лучше, тем больше магический урон. Да, будет легко собраться против 5 магов. Но если мы будем не в 5 магов, немножко сбалансируем, докинем того же АДК или бойца, можно все это грамотно собрать. Бойцы сейчас заиграли, урона у них тоже не ебически много, поэтому думайте, размышляйте, пищу я вам дал, а командовать и говорить, как нужно и как не нужно играть, пожалуйста, оставьте это всем людям, которые сейчас правят миром Ютуба МЛББ. Обнял, поднял, всего самого лучшего. Прежде чем забрасывать меня какашками, пожалуйста, примите во внимание то, что видос является более рассудительной копиркой того, что можно обсудить о герое и просто субъективное мнение автора.